Всем привет! Давайте с вами посмотрим, какие возможности в вашу жизнь приходят в самое ближайшее время. Недели две посмотрим. Будет несколько позиций. Первая позиция, вторая, третья. Три позиции. Какие возможности приходят в вашу жизнь? Выбирайте. Давайте, чтобы вам легче было выбрать. Хотите, я сюда цветочки положу. Голубой, красненький и розовый. Можете выбрать по цветочкам. Первая, вторая, третья. Будем с вами смотреть. Выбрали, ставим на стоп, кто не выбрал. Давайте будем смотреть. Вашу жизнь, да? Какие новые возможности. Здесь вы можете стать для кого-то учителем, вы можете обучать людей, вы можете делиться своим опытом. Но вы почему-то не хотите. Вам лень. Вы ищете что-то другое. Вы очень много думаете. Очень много размышляете. Хотите найти что-то такое вот другое, а у вас уже есть, у вас уже заложено какие-то знания. Да. Вы ищете что-то другое. То, что у вас есть, вы почему-то не принимаете то, что у вас есть. Хотя у вас есть какие-то навыки, то, что вы уже умеете делать очень хорошо. И вы можете научить других этому. Тут еще, знаете, или в вашу жизнь скоро придет, будет такая возможность, что кто-то попросит вас чему-то научить. И вы сможете этим заниматься и учить многих людей. Такая возможность будет, да. Какие-то предложения к вам поступают, но почему-то они вам не нравятся. Вы хотите чего-то другого. Потому что вы думаете, что те предложения, которые поступают, они никак не связаны с вашей мечтой. Вот. Из-за того, что вы много думаете, размышляете, вы не действуете. Хотя возможности есть. Есть что-то такое, что вас очень интересует. Может быть, эзотерика интересует, какой-то свой путь, вы что-то хотите, что-то связанное с вашими мечтами. Но вы почему-то не разрешаете себе идти, как будто вы думаете, что только один выход, только один путь. А на самом деле есть еще путь, есть еще возможности, не только один путь, чтобы вот сделать то, что вы хотите реализовать. Есть еще много возможностей. Вы можете даже с кем-то сотрудничать, с каким-то новым человеком, новый проект. Вы что-то такое можете сейчас сделать. Какой-то новый проект можете сделать. Можете делиться знаниями с людьми. Но почему-то вы думаете, что у вас недостаточно знаний, что вы хотите чего-то другого, что это вам не поможет в достижении ваших мечт. Вы что-то знаете давно, знаете из прошлого, из детства, как будто это в вас есть. Да? Вы можете это реализовать. Как будто найти себя, найти то, что вам нравится, заниматься тем, чем вам нравится. Вот здесь какой-то такой, вы знаете, найти свой путь, когда вам будет хорошо делать то, что вы делаете. Как будто вот вам будет по душе. Да как же вам этот путь-то быстрее найти? Ну все, переставайте думать, давайте действуйте, выходите в люди как-то. Общайтесь с людьми, спрашивайте, что бы им хотелось, запускайте какие-то свои проекты и проверяйте, как будут реагировать люди. Здесь нужно начинать уже действовать.
Потому что такая энергия, как будто вы уже все можете. Вы можете дать людям то, что им необходимо. У вас это есть. Какие-то возможности вам в ближайшее время открываются. Ну, действуйте, потому что здесь какие-то предложения могут быть, знакомства с людьми, с которыми вы можете построить классные отношения, можете реализоваться, можете реализовать свой проект. И взаимодействие с другими людьми. Через взаимодействие с другими людьми вы можете реализовать свой проект, свои желания, свои мечты. Может исполниться какая-то ваша мечта. Вот так. Так, еще какие возможности в ближайшее время вас ждут? Ну вот вы начнете двигаться к своей мечте, к достатку, к независимости, к стабильности. Здесь как-то так начнете действовать. Ну, потому что вы как-то не действуете, все в мыслях, а тут уже начнете действовать. Поэтому действуйте скорее. Здесь такие энергии, что вы все сможете. Да, вам нужно действовать. Ой, тогда смотрите, и подарки к вам придут, и ненужные люди, кстати, уйдут, которые вам, знаете, только что-то от вас там хотят. Придут те, кто будет дарить вам подарки, кто будет с вами на одной волне. Вы тут получаете заслуженное признание. Что-то добьетесь. Вы знаете, то, чего вы хотите, вы получите даже еще, вот, знаете, с большей отдачей, чем вы думаете. Вам будет очень приятно. Вы поймете, что все ваши старания были не зря. Да, тут так вот, однерочки. Спасибо, однерочки. Давайте, развивайте свои умения, открывайтесь миру. Пусть у вас все получится. Так, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте будем смотреть вторую позицию. Вторая позиция. Ой, какие возможности у вас. Надеюсь, вы можете избавиться от своих страхов, от неуверенности в себе, от каких-то мыслей в голове, потому что вы много себе надумываете, этого может не случиться. И вам надо избавиться от этих мыслей. Или просто проработать, подумать, что а что будет, если это случится? Как я буду действовать? Например, случилась такая ситуация, а что я буду делать? Вот как бы раз, сразу решить этот вопрос. Не надумывайте, этого может даже не случиться. Так, какие возможности в ближайшее время? Да, вы много надумываете. Вы почему-то боитесь идти к своим мечтам. Может быть, в жизни было какое-то разочарование, когда выбрали не вас, когда были непонятные отношения. И вы теперь боитесь и надумываете, что все это может случиться снова. Тут новые возможности-то к вам идут. Вы можете здесь финансово заработать. Здесь и окружение может быть достаточно хорошее рядом с вами, когда вы можете легко общаться, открыто, что-то обсуждать. Так, свои мечты. Свои мечты тоже вы можете не рассказывать так-то прям все про свои мечты, но можете у окружения спросить какие-то такие обходные вопросы, путь к вашей мечте, что вас там интересует, чтобы они вам подсказали. Потому что, возможно, есть люди, которые знают, они уже что-то достигли, где-то найти информацию вы можете. Но почему-то здесь все-таки вы не доверяете людям, и из-за этого вы не можете двигаться дальше, потому что вот какой-то опыт, как будто вас не выбрали, вас не оценили. Это может быть и на работе, и в общении с друзьями, и с коллегами, и с любимым человеком. Как будто не приняли вашу жертву, не поняли вас, выбрали другого человека. Вы там делали что-то ради этого человека, а он не оценил. В общем, ему это не надо было.
Здесь в вашу жизнь опять-таки приходят такие новые возможности, которых вы можете не взять. Но вы возьмите, не сомневайтесь, потому что вот к своей цели вы можете прийти, свои мечты вы можете осуществить. Тут даже и кто хотел забеременеть, тоже можете, новый проект можете реализовать, с мужчиной познакомиться. Что вы хотели, эти энергии есть, но вы отказываетесь из-за недоверия, из-за того, что вы не доверяете миру, не доверяете людям, не доверяете какой-то ситуации. Вы не верите, что все это с добрыми намерениями. Вот поэтому вы отказываетесь. Нет, 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 мне за это надо еще заплатить. Нет, нет. Знали, мы проходили, да. А вам нужно научиться доверять миру. Что вам нужно делать? Вам нужно просто как ребенок довериться. Просто как в детстве. Давай дружить, давай. Нужно довериться и открыться миру. По-детски как-то. Просто и открыто. Не думая ни о чем плохом. Здесь вы можете избавиться от тех людей, которые тянут вас на дно. Когда вы выбираете свою стратегию, когда вы решаете идти вперед, просто вокруг вас сейчас есть такие люди, которые там наблюдают за вашими успехами, которые пользуются вашими благами, которые вас не ценят, которые вас не берегут даже. Есть такие люди. И вот они будут уходить. И даже не переживайте, не держитесь за это. То есть будьте открыты миру, все, мир сам почистит ваше окружение. Сам вам даст самое лучшее, когда вы откроетесь и будете готовы к лучшему. Скажите, я достойна самого лучшего. Вот здесь так. Да, и когда это произойдет, вы поймете, как будто глаза откроются. Вы поймете, кто с вами, а кто против вас. Кто вот вас поддерживает, а кому вот все равно на вас. И вы уйдете от тех людей, которым все равно на вас. Вы как будто уйдете и поймете, что хватит, я не хочу, чтобы мной пользовались. Я пойду своей дорогой туда, где мне точно будет хорошо. Здесь будет признание, успех какой-то. В общем, люди, которые будут не с вами, они уйдут. Вы поймете, вы даже сами поймете, откуда вам нужно уйти. Из отношений, возможно, с работы, с какого-то окружения, с какой-то ситуации выходить уже наконец-то. Вы почувствуете свободу, вы почувствуете, что вот, а почему я раньше этого не сделала? Вот здесь так. Да, и смотрите, и наконец-то тут и здесь как будто вы проходите этот тяжелый урок, как будто вы, когда доверитесь миру, здесь в вашу жизнь придут новые люди, которые принесут вам добрые, чистые, честные такие вот чувства, с которыми будет хорошо и приятно общаться. Приятные люди. Видите, которые будут и дарить подарки, и знакомства тут с мужчинами. Тут новые люди войдут, новые мужчины. Мужчины нового уровня как будто войдут. Те, которые будут вас ценить, которые будут видеть в вас ценности, которые будут готовы за вас бороться, дарить вам подарки. Будут свидания. Да, тут жизнь меняется, новое начинается. Колесо фортуны будет. Можете куда-то поехать. И жизнь изменится в лучшую сторону. А чтобы это быстрее произошло, вы даже, знаете, не ищите, чтобы быстрее произошло, не ищите смысл в чем, вот во всем этом, в общении, в людях, не ищите смысл, просто доверьтесь интуиции, как вы чувствуете этот человек, как к вам относится, хорошо ли вам с ним, то есть доверьтесь своим ощущениям, хорошо ли вам с этим человеком, хорошо ли вам с тем, нет ли у вас дискомфорта, вот, чтобы это все пройти быстрее, просто доверьтесь своим чувствам. Вот, здесь так вот. И все изменится. Судьба новыми красками заиграет, будут новые люди, придут в вашу жизнь. Страхов не будет. Все это уйдет. Спасибо, двоечки. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Давайте будем смотреть третью позицию. Так, давайте ваши возможности. Так, ваши возможности. А здесь
Вам нужно понять, или, может быть, вы уже поймете, наконец, что все в ваших руках. Только вы решаете оставаться на том же месте, где вы сейчас, или идти дальше. Ждать, пока вас спасут, пока вам помогут, или просто принять решение, что да вот еще буду я кого-то ждать, пойду сама к своему светлому будущему, да, все возможности у меня есть, потому что здесь какой-то шанс приходит в вашей жизни, да, который нужно ухватить, который вам по праву принадлежит. А вы ждете, когда кто-то придет, что-то вам там. А тут как, ну, вам нужно самой взять, увидите, взять этот шанс. Вам не нужно ждать, что кто-то вам поможет, придет, предложит. Но все это есть у вас. Вам не нужно кого-то ждать. Кому-то что-то доказывать не нужно, что вот, я хорошая, я лучше, там, да пофигу. Вы такая, какая вы есть, вы индивидуальность. И берите свои шансы, которые приходят в вашу жизнь, независимо ни от кого, только думайте о себе. Если вам будет хорошо, и все будет хорошо. Какие возможности приходят в вашу жизнь? Здесь какая-то ситуация разрешится очень хорошо. Если у вас были какие-то вопросы неразрешенные, ну, здесь могут быть какие-то сделки, в судах какие-то дела, или вообще какой-то спор там был, да, какая-то ситуация на работе, то есть решится в вашу пользу. В вашу пользу решится благополучно, поймут, что, ну, как тут больше перевес на вашей стороне будет. Вот. Вы будете тут выделяться. В ближайшее время вас заметят. Думала, тут новое знакомство. Нет, нового знакомства тут нету. Здесь просто как будто заметят люди то, что не замечали раньше в вас. Какую-то вашу душевность, вашу открытость, вашу чуткость заметят. Да, но не новый человек, это не новое знакомство, пока нет. Здесь вы как будто из других энергий переходите. Из жестких энергий вы переходите в более такие мягкие, вы начинаете прислушиваться к себе, вы начинаете понимать, чего вы хотите, потому что вы выбираете себя здесь. Вы выбираете себя, и вы понимаете уже себя еще лучше и знаете, чего вы хотите, куда вам двигаться. И как вы не хотите, вы тоже понимаете очень хорошо, как вы не хотите. Здесь вы приходите в гармонию, в наполнение, будете заниматься чем-то таким, что вам нравится, будете привлекать этим к себе, кстати, внимание. Какое-то успокоение придет, стабильность, спокойствие, наполнение, что-то такое вот. Здесь может закончиться общение с какими-то людьми колкими, жесткими, холодными, которые могут сказать такие острые слова, могут говорить, там, язвить. Вот с ними закончите, скажете, ну нет, хватит. Вот с вашего окружения, кто там, да, вам, или кто-то, с кем вы ссорились, что-то доказывали, вот эти люди уйдут. Вы не станете тратить на них свою энергию. Да, вы закроете дверь и пойдете дальше, вы оставите людей позади. По работе какие-то новые возможности могут к вам прийти, при том, что они не сами приходят, а вашим трудом, как будто вы доказываете, что вы достойны, и открываете себе новую дверь вперед, в будущее. Может быть, начнете работать с кем-то, и это откроет вам дорогу, расширит как-то возможности по работе. Здесь как-то, знаете, у вас гармонизируется работа и внутреннее вот это вот ощущение, когда, например, на работе вы там работаете там мозгами, да, а дома вы просто отдыхаете, занимаетесь чем-то другим, таким женским. Или вкусно готовите, да, или рисуете, или сочиняете там, вот, или вяжете там что-то такое, да, вот, шьете. А на работе такие другие, вот, как бы разные энергии. Вы придете в гармонию, вы сможете отвлекаться, наполняться.
Еще, знаете, в ближайшее время вы можете, как будто вы что-то давно хотели, вы можете пересмотреть свой взгляд на ситуацию. То есть вы раньше думали так, а теперь будете думать по-другому. Скажете, ну я даже не знаю, нужно ли мне это сейчас или нет. То есть оставить ли это или идти дальше. То есть вы что-то захотите сделать по-другому. Вы вот раньше думали, что вот я так хочу, будет так. А теперь думаете, нет, вот тут надо по-другому, я уже так не хочу, что-то неинтересно, это уже устарело, и как-то вот у меня новые мысли, новые идеи, хочу по-другому. Вот. И здесь, возможно, это может касаться и вашего проекта, и общения с мужчиной. Например, здесь какой-то мужчина может войти в вашу жизнь, который будет вам что-то предлагать. Чувство, романтику свою, может быть, да. Может быть, какой-то проект, куда-то вас может позвать по работе. Вы уже как-то будете по-другому на это смотреть. Вас будут видеть по-другому, потому что вы будете в других энергиях. Да, тут у вас энергии будут такие достигатора. Много сил, много всего, занимаетесь много там, ну вот чем вас, вот то, что вас интересует, то, что вас зажигает. Да, как будто какое-то дело вы будете делать по-другому, не так, как раньше. Вы подумаете, ну как-то вот так скучно, или вот это я уже не хочу, вон сколько возможностей, я буду по-другому это делать. Да. И вы будете выбирать таких людей, которые будут выбирать вас. То есть, если вас не выбирают в отношениях, то вы будете всегда выбирать себя. Потому что, когда вы поймете, как вы хотите, да, может прийти человек для того, чтобы проверить, правильно ли вы, ну, как бы, действительно ли вы себя выбираете. Может быть такая ситуация, где будет такой выбор, будет человек выбирать вас или не вас еще, да, вот. А вам нужно сразу закрыться перед таким человеком, закрыть дверь и сказать, так, если ты выбираешь, значит, ты уже меня, как бы, значит, ты уже сомневаешься во мне, да, значит, я уже не тот, кто тебе нужен, раз ты выбираешь и хочешь, значит, как, ну, где выгоднее, да. То есть это не честные отношения, а с выгодой. Поэтому сразу закройтесь, вот этот вот вопрос останется у вас позади. Вот этого обесценивания, когда вас не выбирают, и все, вы закроете эту дверь. То есть будет еще такая проверка у вас, когда вы восстановитесь, человек придет с такой же ситуацией, как было в прошлом. И вот вам нужно закрыть перед этим человеком двери, просто не общаться, сказать, ну выбирай дальше, но как бы на меня сюда не вмешивай. То есть он не ценит ни ту, ни эту женщину, если будет выбирать мужчина между женщин. Потому что свою женщину он никогда не будет сравнивать с кем-то. Даже мысли такой не возникнет, что кто-то еще может ему быть нужен. Ну, здесь вот так вот у вас. Поэтому давайте, решайтесь, выбирайте себя, не ждите помощи. Пусть у вас все получится. Спасибо, троечки. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Буду очень рада. Увидимся в следующем видео. Пока!